Добрый день, меня зовут Бахыткуль Хайбрахмановна Ищанова. Я являюсь генеральным директором медицинского центра «Феникс Мед» город Алматы, врач-кардиолог, а также семейный врач. Мы прилетели в город Бурса, в клинику Туран с пациенткой на операцию. Я лично сопровождаю мою пациентку, я ее лечащий врач. Операция заключается в замене тазобедренного сустава. Сама клиника нам очень понравилась, персонал вежливый, приветливый. Все поставлено на высокопрофессиональном уровне. Я имела честь наблюдать операцию со стороны. Пациент сейчас проходит реабилитацию. Все проходит очень хорошо. Моя пациентка обратилась ко мне с жалобами на боль в ноге. Боль в ноге, боль в нижней части поясницы, боль отдавала в ногу с задней стороны, с внутренней стороны. У нас возник вопрос, то есть нужно провести обследование, нужно понять, что происходит в костях или в мышцах. Мы сделали МРТ тазобедренных суставов. Там же нам впервые поставили диагноз асептический некроз тазобедренных суставов, причем он развивался одновременно с двух сторон. С одной стороны была первая стадия, с другой стороны была вторая стадия. Провели ряд мероприятий, то есть дали все анализы, мы удостоверились, что это действительно асептический некроз, то есть других вариантов воспалительного процесса не было в суставе. Пробовали пройти PRP-терапию. Консультацию пациентка неоднократно получала у разных ортопедов, травматологов. В течение года длилось это все лечение. Но спустя год, когда мы пошли на повторное МРТ, мы не увидели результата. Наоборот, мы увидели, что процесс стал расти, развиваться. То есть та сторона, где была первая стадия, она перешла уже во вторую стадию некроза. А та сторона, где была вторая, она уже перешла в стадию третью некроза. Естественно, у нас не оставалось другого выхода. Мы решили искать врача, кто бы смог прооперировать качественно, профессионально. Но пациент сама сказала, говорит, я готова к операции, понимаю, что уже, говорит, от лечения другого эффекта не будет. Потому что мы получали и противовоспалительные препараты, да, и PRP-терапию. То есть мы все, что могли, пробовали, конечно, пытались вылечить консервативно. Мы рассматривали разные варианты клиник. Мы, естественно, консультировались везде. У нас была консультация с врачами из Южной Кореи, из Германии. В Турции даже в нескольких клиниках консультировались. Да? Почему? Потому что у нас выбор стоял с Германией. Мы попросили у них онлайн-консультацию, а врач сказал, прилетите, поговорим. Доктор Кайхан, он с этим вообще, он сказал сразу, окей, через час назначаем онлайн-консультацию. То есть, как мы предложили, и до онлайн-консультации прошел ровно час, что нам очень понравилось. Доктор очень отзывчивый, понимающий. Мы, естественно, ему задали все интересующие нас вопросы по поводу реабилитации, восстановления, дальнейшем, когда она сможет встать на ноги, надеть каблуки, на что он четко, внятно ответил. И в конечном итоге наш выбор остановился на клинике, вернее, на самом докторе, профессоре Кайхан Туран. Нам понравились его отзывы в интернете, о которых мы прочитали. То есть мы поняли, что это профессионал своего дела, и решили посетить вашу клинику. То есть мы купили билеты, прилетели в аэропорт Стамбула. Нас сразу встретили в аэропорту Стамбула. По приезду в клинику, то есть нас встретили, привезли в клинику без препятствий, без ожиданий. Что это очень комфортно, особенно человеку, которому больно ходить на ногах, стоять на ногах. В этом плане никаких проблем не было. Мы приехали мы в ночное время, нас сразу заселили в клинику. Мы даже 5 минут не ждали, нас ожидала готовая чистая палата. При заселении в клинику нам сразу предложили перекусить. Все было готово в палате, абсолютно для комфорта пациента, а также для сопровождающих. Утром рано, в 6 часов, пришел профессор сразу на осмотр. Он осмотрел пациентку, познакомился с нами лично, и у нас где-то с 8 утра начался чекап в сопровождении русскоговорящих переводчиков, сотрудников клиники. Мы беспрепятственно прошли все обследования, у нас взяли анализы крови, мочи, сделали рентген, УЗИ всех органов, МРТ, прошли консультации всех узких специалистов. То есть все на высшем уровне. Мне, как врачу, это очень понравилось. Медсестры все внимательные, аккуратны в своем деле. Врачи говорят четко и внятно, то есть без лишних слов. Мы прошли чекап, это все у нас длилось где-то до 4 часов вечера, потому что мы прошли полный чекап организма. После этого вечером врач ознакомился со всеми результатами обследования и назначил операцию на следующий день на 7 утра. Я присутствовала на операции, сопровождала своего пациента везде, то есть с момента входа в клинику, в операционной, в реанимации, в самом этапе, когда ей давали наркоз. Операция была на высшем уровне. Команда сплоченно работали,
Я видела, как глазами, скажем так, да, переговаривали врач, медсестра, ассистент. То есть им даже не пришлось много говорить. И причем они понимали, что я тоже их коллега. Они прям глазами мне все показывали, что вот сустав. Доктор вытащил сустав, показывает мне, говорит, вот здесь некроз. Прежде чем ставить протез, естественно, он сразу тоже показал, говорит, вот он, аксиниум, что вот ставим именно этот протез. То есть проблем никаких не было. Все легко, доступно. Очень понравилась работа анестезиолога. То есть он стоял, после него куча оборудования, все капельницы, он дозированно смотрел миллиметр, где надо добавлял, где надо скорости добавлял, убавлял. То есть весь процесс операции у нас занял 2 часа 20 минут. И что мне понравилось, моя пациентка не лежала в реанимации. И потом сразу перевели в палату. И мы с ней в палате моментально вот в тот же день начали реабилитацию. То есть принесли все тренажеры, аппараты физиотерапии. Врач нас посещает утром и вечером, но целыми днями с нами работают медсестры. Что особенно важно понравилось, медсестра не приходит просто так, там, не уколет укол или таблетку не даст, не уйдет. Она подходит, говорит, это обезболивающее, это кроверазжижающее, это для защиты желудка, то есть все предусмотрено. И когда медсестра такие моменты проговаривает, ты не боишься получать укол, ты знаешь, что да, это прописано, и медсестра знает, что колет. Каждую таблетку, которую она заносит, говорит, это съешьте до еды, это выпейте после еды и так далее. Все слаженно, все четко, поэтому мне все понравилось. С первого момента, как приехали в клинику, очень легко общались с сотрудниками клиники, с медицинским персоналом, с руководством, потому что у нас есть классные переводчики. Это Ильдар и Лена, которые везде нас сопровождают, везде помогают. Поэтому мы очень благодарны вам. Проблем с общением абсолютно нигде не было. Советы однозначно есть, как пациентам, так и врачам. Хочу сказать, первое, берегите суставы, берегите то, что имеете. Ну, а если пришло, конечно, время заменить, мало ли, да, какие ситуации случаются, ищите профессионала, ищите такого врача, который, скажем так, проникнется к вам. Вот как в нашем случае, доктор Кайханова, прям с первого разговора мы сразу сказали, все, это он, мы летим к нему. Однозначно буду рекомендовать. Клиника, она находится чуть дальше от Стамбула, но я вам скажу, здесь не шумно, здесь тихо, здесь комфортно. Здесь есть все условия для того, чтобы человек мог вылечиться, встать на свои ноги и уйти спокойно на ногах. Поэтому однозначно буду рекомендовать. Ну и напоследок хочется сказать, выразить огромную благодарность профессору Кайхану Турану, замечательный доктор, врач от Бога, руководителю клиники Айтач Пию, который так тепло принял нас. Каждый день заходил, узнавал, как самочувствие, все ли в порядке, комфортно ли нам. Вам, Ильдар, особенная благодарность. Круглосуточно с вами на связи мы, потому что бывают моменты, где, допустим, вы после 6 ушли, и до утра там нам надо что-то перевести, что-то попросить у персонала. Вы всегда на связи, это очень приятно. И всему персоналу клиники, анестезиологам, медсестрам, медбратьям, санитаркам, которые так тщательно ухаживают за нами, следят, чтобы все было в порядке. В клинике очень чисто, все аккуратно. Еда очень вкусная, разнообразная. Всегда все приносят в контейнерах, где тепло сохраняется. Поэтому я желаю вам удачи, процветания, будьте здоровы.